Приветствую всех, друзья! С вами на связи Таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодня предлагаю вашему вниманию общий расклад Таро на отношения, на любовь, на загаданного мужчину. На тему «Он хочет это вам сказать» или «О чем он хочет вам сказать?» или «Он хочет с вами поговорить и открыть». Может быть, мысли, чувства, планы и действия, а может быть, нечто большее, о чем вам важно знать сегодня, прямо сейчас. Настраивайтесь на себя, на свои отношения, на своего мужчину. Этот расклад Таро больше для женщин. Мужчины могут посмотреть со своей стороны. И мы будем работать сегодня с двумя колодами Ленорман. Итак, давайте посмотрим, во-первых, ситуацию, да, которая у вас происходит. Ситуацию на здесь и сейчас, да. Ситуацию на здесь и сейчас. Итак, ситуация на здесь и сейчас у вас ключевая или судьбоносная. Вам важно понимать, судьба, не судьба с этим человеком, будет ли продолжение, или сведет ли вас опять с ним судьба, да, то есть судьба этих отношений для вас важна. И по сути у вас какой-то ключевой момент в судьбе ваших отношений. Либо мужчина как-то себя ведет, знаете, как-то жестко, да, может быть, есть такой момент, что... не сколько мужчина вас наказывает, сколько судьба вас наказывает в этих отношениях, да. И может быть такое, что вот у вас отношения идут по сценарию судьба-злодейка, да. Судьба и какое-то, что-то не очень доброе, да, происходит. Либо вас обижает партнер, мужчина, да. Может быть, он вам причиняет какую-то боль. Может быть, эти отношения не сильно такие, знаете, мягкими эти отношения не назовешь. И можно ли эти отношения назвать садомазо? Можно, они могут относиться к этой категории по вот этой карте, в этой комбинации. Да? Как минимум, судьба этих отношений идет по сценарию, который, вообще... или детективный, или мистический, или мужчина может быть нечестен с вами, да, то есть говорит одно, делает другое, да, или делает одно, а объясняет, по-другому, то есть может быть такое, что, как обманывает, прямо напрямую манипулирует, вот такое вот идет. Вы это, может быть, чувствуете, да, то есть он как минимум с вами хитрит и ведет какую-то, может быть, нечестную игру, да. Знаете как, у вас сейчас вопрос, вы многого не понимаете в этих отношениях. Вот здесь попытка понять, да, а здесь, желание продолжать это понимание, да, то есть вы многого не знаете в этих отношениях. То есть правда от вас скрывается. То есть вы подозреваете, что с вами нечестно ведут игру, давайте так это назовем. Может быть, это не игра, а серьезно у вас что-то, да. Вообще как игра идет, да, вот такое вот. И крест, смотрите, крест, потом вот эта карта. У вас, знаете как, отношения кармические, можно так сказать. Может быть, кармический крест, кармический узел. То есть эти отношения для вас испытание честностью. Здесь вот кто на раскладе? На раскладе тот человек, который, по сути, проживает недоверие, подозрение, ревность, и вот такое вот идет. То есть, если у вас есть что-то, хотя бы одно из недоверия, подозрения, ревности, еще сплетни могут быть, да, и, роман ваших отношений, он, действительно тяжелый, с какими-то укусами, покусами, поколами, может быть, где-то ударами, ушибами, даже, может быть, травмами. Да? Вот эти вот карты – это травматичная комбинация. Вот. И, как минимум, вы не доверяете друг другу здесь. Нету доверия.
Нету доверия, информация неточная, неполная, нечеткая, манипулятивная, да? Спекулятивная, может быть. Давайте сразу зайдем с козырей. Судьба ли вам быть вместе? Спросим. Это ваш судьбоносный мужчина? Да? Ну, сразу спросим. Семерка мечей. Ну, карта вообще говорит нет. Имейте это в виду. Ну, как минимум, смотрите. Похожая карта на лесу, да? Ну, это та же самая карта. Пока нет. Почему? Потому что, как минимум, с вами партнер ваш, ну, он вас обманывает. Поэтому и не судьба. Да, карта не старшего аркана, поэтому, ну, может, что-то вы проясните, какую-то правду с этим человеком, и тогда он будет вам по судьбе, да. Нет, почему? Потому что вы многого не знаете, может быть, даже есть какие-то опасности, может быть, это действительно человек патологический лжец, да, может он вами пользуется, да, вот так. Нет, пока что нет. Хорошо. Почему вам судьба, именно о судьбе сейчас спрашиваем, причиняет боль, страдания, потери и неприятности в этих отношениях? 10 пентаклей. Что-то с родом вашим. Это может быть завышенные ожидания, во-первых. То есть вы много хотите. Такое часто бывает. Но больше я пока буду грешить на негативную родовую программу. Здесь просто так карты падают. Это судьба, наказание, что-то нечистое идет, нечистое. И здесь род, это древо Сефирот идет, 10 монет. Поэтому, может быть, что-то у ваших родителей, бабушки, там, да, дедушки, похожие сценарии были. То есть, почему так судьба ведет? Родовая программа пока что. Ну, мы не делаем диагностику, но карта так отвечает. В чем именно нечестен с вами ваш загаданный мужчина, да, ну, партнер, давайте так. Мужчины смотрят на женщину, давайте так будем смотреть. Здесь тройка кубков, а тройка кубков это, ну, как бы он нечестен в своем окружении, ну, правду о своем окружении он вам говорит либо нечестно, либо не всю, либо не раскрывает. Но это треугольник, то есть может ли быть соперница, там, соперник, соперница, да, может быть. Кстати, тут кружится мужчина и 2 женщин, да, возле памятника какого-то, да. То есть, в чем неправда? Есть 3-й человек. Чего вы еще не знаете? Вы не знаете о том, что все может поменяться в любой момент. И оно может измениться и к лучшему. То есть, может ли измениться к лучшему ситуация? Да. Но вы об этом не знаете еще пока что. И может ли этот человек, ну, потенциально измениться к лучшему? Ну, как бы я говорил, что в принципе да. В принципе, но это уже от обстоятельств зависит. Смотрите, старших арканов не выпадает ни одного, да, ни на одну карту не выпал старший аркан. Хорошо. В чем суть креста, кармического узла, в чем суть испытаний в этих отношениях, сама суть испытаний? Ну, суть испытаний достаточно, ну, такая, как бы, решить очень серьезную проблему, найти выход из ситуации, с которой, ну, как минимум, вы знаете, что выхода нет, да, то есть суть испытания – найти выход из безвыходной ситуации. Хорошо. Давайте смотреть вот эту комбинацию. Обманывал ли вас ваш партнер с самого начала отношений? Говорил ли он правду изначально вам? В прошлом. Ну, он изначально вам обещал что-то хорошее. Эта карта вообще говорит «да». То есть, а мы спрашиваем, обманывал или нет. Давайте я так скажу. Он вас обманывал
если говорил о том, что, например, хочет жить с вами, да, рядом совместно, или, ну, будет у вас свадьба, ну, вот такое вот. То есть, если он это говорил, то он вас в этом обманывал. То есть, он, по сути, обещание кольца и есть обман, да, вот так. Хорошо, давайте посмотрим теперь родственники в этой ситуации. И тут уже смотрите сами, это ваши родственники или его родственники. Они на чьей стороне? Родственники этой ситуации на стороне мужчины. Располагают ли они информацией о ваших отношениях? Да. Контактируют ли они с этим мужчиной? Да, даже удаленно. То есть родственники в этой ситуации удаленно влияют и несут такой для вас лично не очень позитивный контекст. Кто третий тут? Давайте спросим прямо, да? Что вы не знаете о третьем человеке? Вы его знаете, этого третьего человека. Этот третий человек, кстати, может быть мужчина, а если женщина, то это женщина яркая, броская, заметная, рыжая, может быть конопатая, да, вот такое вот с какими-то пятнами на лице, волосы светлые, может быть женщина сама по себе смуглая тоже, да, то есть вот так, или загоревшая, вот такой вот человек этот. То есть вы третьего человека скорее знаете, знает ли он вас, скорее всего, да. Хорошо. К чему могут поменяться эти отношения в лучшую сторону? Вы можете быть друзьями, ну и как минимум эта позиция для вас может стать какой-то, ну, такой выгодной для вас, да, то есть, ну, как минимум остаться друзьями для вас выгодно, да, вот так. Хорошо, сможете ли вы решить этот кармический узел, да, крест и девятку мечей, спросим. Кстати, у вашего партнера, у мужчины могут быть здесь еще какие-то серьезные проблемы со здоровьем, как минимум, с законом, да, или, ну, вообще как бы проблемы такие, знаете, которые его очень сильно ограничивают. Сможете ли вы решить эту серьезную проблему? Ну, письмо говорит, возможно, эта карта такая, она не вашим, не нашим, в принципе, ну, больше да, скорее да, но в зависимости от обстоятельств. Хорошо, давайте дальше тогда смотреть. По судьбе ли вам с этим человеком брачные отношения? По судьбе ли вам с этим человеком брачные отношения? Ну, смотрите, здесь 7 жезлов. При условии, если вы будете сражаться, да, то есть вот так. Опустите оружие, да, свое, тогда, ну, сдадитесь, но проиграете. Если продолжите бой, сражение, то да. Ну, то есть, возможно, карта говорит, и она не отсекает возможности, да, полностью. То есть, по сути, 7 обуславливают и дают такую возможность. Что думает о вас загаданный человек? Загаданный мужчина, его мысли о вас. Смотрите, 6 мечей, он сейчас не с вами, на расстоянии, в какой-то поездке, в путешествии, в переезде совпадает, видите, движение, он далеко от дома, и, ну, знаете как, и он о вас действительно думает, и ему вас не хватает. Давайте спросим, почему не хватает? Почему этому мужчине не хватает вас? Ну, потому что он себя, во-первых, чувствует с вами императором. Это ваш император. С другой стороны, он имеет над вами власть, и каким-то образом вы принадлежите ему и являетесь частью его мира материального. То есть он считает, что вы его, да, вы ему принадлежите. Кто из друзей влияет на эти отношения или имеет информацию об этих отношениях? Ну, здесь, смотрите, это может быть и мужчина, и женщина, какой-то паш, да. Паш – это еще человек такой, ну, еще и кубков, может быть, человек с ориентацией нетрадиционной, да, какой-то, или с какими-то,
ну, давайте в кавычках назовем это отклонениями, особенностями, вот, с особенностями. И может быть мужчина, женщина, мальчик, юный человек, то есть этот человек моложе, да, Паш. Если этот человек, который влияет на ваши отношения, да, но он как не так уж прямо сильно влияет, и он может и не сильно и мешать вам. Но мы как бы задавали вопрос об ухудшении, да, влияние на ухудшение отношений. Ну, давайте так скажу. Есть человек, которого бы лучше убрать из этих отношений. И он либо моложе, либо он какой-то особенный, да. Хорошо. Какая информация явно, ну, вредит? Явно вредит. Именно информация. Так, информация явно вредит, связанная с женщиной и с детьми, да, она связана, но информация о любви. То есть, смотрите, если, ну, как бы информация о ваших отношениях, о ваших детях, о вашей какой-то там особенной близости, да, о ваших чувствах выходит, да, там, за пределы информация, вот она информация, выходит за пределы, то она становится проблемой. Понимаете? То есть это именно о любви. Какая информация? Любовная информация, любовная переписка. Может, кто-то смотрит, там, ну, например, там, телефон смотрит, да, или там почте имеет доступ, да, вот такое вот. Может, где-то кто-то подглядывает, да. Или кто-то что-то слышал и передает эту информацию. Хорошо. Будет ли загаданный человек, мужчина, бороться за вас? Вряд ли он будет бороться за вас. А что он может предпринять по отношению к вам в ближайшем будущем? Он может вам назначить встречу, он может приехать к вам домой, он может у вас переночевать, остаться с вами на какой-то, ну, на какой-то период времени. Ну и может подарить какие-то, ну, такие теплые домашние ощущения и переживания. Какую именно власть этот человек имеет над вами? Этот человек для вас имеет высокое или большое значение, и он имеет над вами абсолютную власть по башне. Хорошо, любит ли он вас? Скорее всего, да. Вот, эта любовь, она какая-то, знаете, вот вечная какая-то, да. Ну, а вечная любовь у вас, видите, она связана с судьбой. Ответ, да, позитивный. И, знаете, за что, если так спросить? Ну, у вас внешние данные какие-то, да, особенные. Ваша внешность, да, ваша красота, звезда. Давайте еще спросим. Еще что может помочь вашей любви? Именно помочь. Вашей любви может помочь молчание мужчины или тайны мужчины. С одной стороны молчание, а с другой стороны тайны. Ну, смотрите, здесь я скажу так. По сути, вашей любви может помочь вот сам мужчина, с которым, ну, отношения с которым у вас налаживаются или могут наладиться. Мужчина, да, мужчина, который имеет отношение к скрытому, может быть, даже эзотерическому. Но вам может помочь мужчина, который имеет некий вес. Может быть, это его отец. Ну, в принципе, да, может быть. Хорошо. А чего вам нужно избавиться в этих отношениях? И что вот прямо явно портит ваши отношения? Ну, судьба, видите. То есть изначально, помните, я говорил, судьба играет. То есть это негативная родовая программа, однозначно судьба. Еще часто это может быть женщина, но я спросил не кто, а что. Это судьба. Поэтому нужно копаться в родовых программах. Смотрите, какие родовые программы могут. Может быть по маминой линии и по отцовской линии. Здесь, кстати, отцовская линия прослеживается гораздо сильнее. Да? То есть солнце в центре, мужчина есть в центре, мужчина, башня.
да. То есть оно тут больше мужского. Ну, лиса, лис, тут непонятно кто, да, это такое дело, может быть и тот, и тот. А мужчина тут заметно в центре идет. Хорошо. Как у него сейчас обстоят дела дома? Ну, в его доме, там, в его семье. Ой, там как было, так все и осталось, но там продолжается своя игра, которая, ну, как минимум, влияет на эти отношения. Эти игроки являются, может быть, даже родственниками. И здесь мы видим много мужчин. Да, то есть мужская линия здесь имеет большое значение. То есть братья особенно, отцы особенно, дедушки и так далее. Что важное для вас в этих отношениях? Что еще важно для вас в этих отношениях? Для вас важно, будет перспектива в этих отношениях или нет? Есть она вообще или нет? И вам важно подбирать ключи к этому человеку. Ну, друг к другу. Также важно подбирать ключи к этой ситуации. Угу. Ну, давайте еще спросим. Какие чувства к вам испытывает загаданный человек сейчас, в настоящий момент по этой карте? Ну, тут, конечно, больше было бы мысли, а здесь чувства. Ну, давайте здесь, что еще думает, а вот здесь спросим, что еще чувствует, что еще он думает о вас. Вы ему дороги. Ну, если только не в плане того, что вы от него много требуете. Вы для него дорогой человек. Вот. А что чувствует к вам еще этот человек? Ну, на вас он, возможно, злится и, может быть, чувствует вашу игру по отношению к нему, да, в этих отношениях. А может быть, и чувствует, что вы подозреваете его в нечестности и в том, что он ведет себя как этот лис. Что вам делать в этих отношениях? Что не делать в этих отношениях? И чем сердце успокоится? Что делать, друзья? Вам не нужно торопиться. Вам, во-первых, нужно успокоиться, во-первых, и понаблюдать. То есть не делать резких движений. Выждать, поподглядывать, поподслушивать, пошпионить, проанализировать. Да. Что не делать? Ну, не делайте из себя, ну, такого человека, знаете, ну, как бы... Не сотворяйте из себя идола, да, и не думайте, что если он император, то вы императрица. Как бы вам нельзя как бы терять ресурс, с одной стороны, но давайте так. Чувство собственной важности у вас должно быть отрегулировано. Вот так. Ну, если вы не понимаете, о чем я говорю, то пользуйтесь гуглем или искусственным интеллектом вам объяснит, что такое чувство собственной важности, а особенно с точки зрения по Карлосу Кастанеде. Хорошо оно тут заходит. Ну, и чем сердце успокоится, паш жезла, вам будет какая-то новость, вас кто-то чем-то заинтересует. И может ли это быть знак от человека, о котором идет речь в этом раскладе? Да, безусловно. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку і почуємось. До зустрічі, па-па.